первой части мы рассмотрели, кто такие земские начальники, и даже сделали 3 глобальных вывода на этой скучной теме. И потом на судьбах земских начальников и их детей рассмотрели, что это были за люди. Теперь мы посмотрим на земских начальников Софиевщины, потому что мой папа родом с Солонянщины, мама родом с Софиевщины. И должна вам сказать, что Солонянщина и Софиевщина немножко отличаются по менталитету, как мои папа и мама тоже отличались. В принципе, когда я занялась историей, то я потом поняла, почему моя мама такая, а папа такой. Возможно, и вы уловите эти отличия, потому что Софиевщиной мы еще тоже будем заниматься, и там уже эти отличия будут просто бросаться в глаза. Итак, Верхнеднепровский уезд разделили на 7 участков. Нас интересует 2 из них. Так как мы в первой части рассмотрели все в целом, то здесь мы не будем делить до революции, подальше доли, а просто расскажем сразу об этих начальниках. Итак, сначала рассмотрим 3-й участок Верхнеднепровского уезда, занимавший Софиевскую волость. Это Софиевка, хутор Бувальцы, Широкое и Водяное, и моя родная Энгельгард-Васильевка, откуда родом моя мама. А также Марьяновская, Гуляйпольская и Ордо-Васильевская волости. Здесь сложилось сразу и надолго, потому что земским начальником стал не случайный человек, а самый настоящий князь Виктор Борисович Манвелов, 1852 года рождения, из грузинского рода Манвелишвили. Еще дед его, Манвелов Иван Иванович, с 1806 года владел по крепостному праву селом Морозовка Успенской волости, сейчас это Ануфриевский район Кировоградской области, и селом Богатая Тройница Троицкой волости. По образованию Виктор Манвелов был юристом после окончания Императорского училища правоведения в Санкт-Петербурге. С 1887 года он занимал должность почетного мирового судьи Верхнеднепровского уезда и проживал, собственно, в Софиевке, что немаловажно, где он имел 300 десятин земли. То есть жил Манвелов в самом центре Софиевки, в окружении селянских хат, а не так, как Абрам Бергман, проживавший в своей экономии в отдалении, собственно, от селян через греблю. Понятно, что когда должности мировых судей отменили, Манвелов мягко передвинулся в кресло земского начальника. А когда в 1912 году мировых судей вернули, Манвелов, вероятно, с радостью вернулся в мировые судьи и продолжил быть гласным Верхнеднепровской земской управы. А вместо Манвелова в 1912 году на 3-м участке стал работать Яков Филиппович Поздняков, но недолго. Яков Филиппович закончил Одесское военное училище, выпуск 1908 года. А со вступлением Российской империи в Первую мировую войну Позднякова призвали в армию в 133-й пехотный Симферопольский полк. Его обязанности временно исполнял Владимир Александрович Лумберг. Вообще-то Лумберг ходатайствовал о месте мирового судьи, но Сенат его не утверждал, потому что Владимир Александрович не проходил по имущественному цензу и служебному стажу. Что до Позднякова, то 22-24 августа 1915 года 133-й пехотный Симферопольский полк вел тяжелое сражение с австрийскими войсками возле городка Питкамень, Львивщина. Полк понес огромные потери, среди которых числился и Поздняков Яков Филиппович. 24 августа 1915 года он был оставлен на поле боя. А Манвелов, как мы говорили, с радостью вернулся на свою должность мирового судьи и стал очень активным, правда, он всегда был активным. Он же проживал в центре Софиевки и принимал близко к сердцу все дела, которые творились вокруг него. Так, в 1915 году он выступал за перераспределение мировых участков. Софиевка, говорил он, граничит и прикасается к весьма глухим в экономическом и торговом отношениях местностям Екатеринославского уезда и Херсонской губернии. И вполне естественно, что обитатели этих местностей при покупке и сбытии всего необходимого тяготеют к близлежащему торговому центру Софиевка. Товары в основном они брали в кредит, выдавали за них долговые обязательства с указанием места платежа Софиевка. Поэтому подсудные споры решались преимущественно на участке Манвелова, что добавляло ему работы. Планида Виктора Борисовича после 1917 года неизвестна, но немного знаем о судьбе 2 его сыновей.
Князь Георгий Викторович Манвелов в 1914 году окончил Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. В начале января 1918 года походным порядком с русско-германского фронта передвигались на Кавказ остатки 3-го гусарского Елисаветградского полка во главе со своим командиром. На станции Иловайской Екатерининской железной дороги большевики задержали и разоружили остатки полка. Офицеры, командир полка, 3 подполковника и штабс-ротмистр Георгий Манвелов были задержаны и посажены в арестантский вагон, а солдаты-гусары размещены в классные вагоны пассажирского поезда и отправлены по домам. 10 января офицера в том же арестантском вагоне доставили на станцию Успенская, это 50 километров от Иловайска. Там в ночь с 17 на 18 января их расстреляли. Князь Игорь Викторович Манвелов – корнет вооруженных сил Юга России и российской армии. Он окончил инструкторские пулеметные курсы. 14 ноября 1920 года был эвакуирован из Севастополя на крейсере генерал Корнилов или Очаков. Более 100 кочегаров тогда отказались покидать Крым и сошли на берег, что сделало переход очень тяжелым из-за того, что удалось запустить только половину котлов. Игорь Викторович находился в Галиполийском лагере, где формировался Алексеевский полк. Осенью 1925 года в составе Алексеевского полка он находился в Чехословакии. Это опять подтверждение наших выводов, которые мы сделали в первый час. А вот переходим на второй участок Верхнеднепровского уезда. Второй участок занимал Адамовскую, Семеновскую, Александровскую и Вольно-Хуторскую волости. Земским начальником здесь стал отставной поручик Константин Александрович Червинский, который жил в селе Богдановка Семеновской волости. Червинский не имел своей земли в уезде, но его жена Червинская Ольга Владимировна в 1894 году владела имением площадью 526 десятин Семеновской волости. Этот Червинский был долгое время и гласным в Верхнеднепровском уездном земском собрании и неизменным секретарем собрания. А в 1911 году земским начальником второго участка уже числился поручик запаса Алексей Иванович Ершевский, 1878 года рождения. Алексей Иванович окончил в 1897 году Одесское пехотное юнкерское училище. Причем один его брат Анатолий, выпускник Екатеринославской мужской гимназии, возглавил 4-й участок, это Весело-Терновская, Гановская, Лозоватская волости. А второй брат Андрей Иванович – 4-й участок в Екатеринославском уезде. Конечно же, все эти назначения были осуществлены благодаря хлопотам любящего отца Ивана Карповича Ершевского. Лена Верхнеднепровского присутствия по призыву, а с 1903 года коллежского регистратора Верхнеднепровской земской управы. В 1912 году Ивану Карповичу преподнесли жетон, это памятный знак в виде монеты, как выбывающему члену управы в знак благодарности за долгую 12-летнюю службу в земстве. Одновременно сына его, Анатолия Ивановича, избрали в члены управы. В 1914 году братья Алексей и Анатолий Ершевские ушли на фронт. Алексей Иванович – поручик, затем штабс-капитан, ассистент командира и заведующий хозяйством 35-го пехотного запасного батальона. Награжден орденом Святого Станислава III степени. В 1917 году их отец Иван Карпович еще даже успел получить малую серебряную медаль от уездного земства за семена ржи и пшеницы, похвальную грамоту за коня «Ласточка» собственного завода и другие награды. С началом гражданской войны в России Алексей Ершевский пошел воевать в добровольческую армию как командир стрелкового полка Терской конной дивизии, эвакуировался из Крыма в ноябре 1920 года, находился некоторое время в Галиполийском лагере, а с сентября 1922 в Болгарии. Осенью 1925 в составе Алексеевского полка во Франции. Возглавлял группу этого полка в Курбевуа, это окрестности Парижа, 8 километров от центра. Скончался Алексей Ершевский 6 ноября 1930 года в Париже. Алексей Ершевский, как мы поняли, недолго побыл земским начальником второго участка.
Потому что после реформы в 1912 году на это место пришел сначала как ИО, а затем и назначенный на должность земского начальника коллежский секретарь Георгий Илларионович Тарасов с почтовым адресом станция Божедаровка. Известно, что у него был брат еще Леонид Илларионович, заведующий заводским училищем, учителем в Каменском. В 1898 году в заводском училище занималось, кстати, 650 студентов. Так вот, этот Георгий Илларионович Тарасов, земский начальник, прелюбопытнейший персонаж, и в принципе с него все началось. Когда мне на глаза попалась вот эта заметка из газеты «Красний горняк», «Судова справа і оборонець» от 1 жовтня 1925 року. Именно эта заметка и вызвала мой интерес к земским начальникам. Эта заметка – это просто ценнейший исторический документ. Обратите внимание, до этого мы удовлетворялись только судьбами детей земских начальников. И вот, наконец, мы узнаем, как жилось земскому начальнику после установления советской власти. Итак, газета «Красный горняк» нам сообщает. Хуторяни Лиса Балка та Радченко захопили землю у групи селян села Софіївка Софіївського району. Вдруге, ця справа розбиралася в Окрсудземкомісії, що ухвалила побор відкласти до вияснення деяких питань на місці. Підсудні на чолі з оборонцем Тарасовим після цього пішли пиячити, а потім з'явилися на станції Кривий Ріг, де і присікались до уповноваженого громади, мовляв: «Ну що, помоглось? Більше судитися не будете?» А оборонець Тарасів: «Ні чорта ви не зробите, я наплював на вашу групу». Вся публіка, що перебувала на станції, була обурена виходками п'яної компанії, особливо поведінкою оборонця, бувшого земського начальника. Чи справа вирішиться в бік тих, хто захопили землю, чи в бік групи софіївців, одначе неприємно спостерігати, коли оборонці ведуть себе так, як Тарасів. Очень живописно. В общем, мы убедились в наших выводах, которые мы сделали в первой части, какие бы нехорошие были земские начальники, и даже если они такие, как Манвелов, отцами родными, но дети их пошли защищать монархический строй, и понятно, что повстанческое движение в Украине, вызвольный рух, был для них сначала врагом номер один, ну а потом, после того, как стали завоевывать Украину большевики, врагом номер два, с которым приходилось мириться на каком-то этапе. И, вероятно, многие земские начальники эмигрировали. Кто-то, наверное, не выдержал, если уже пожилые люди, и умер сразу после 17 года. А часть, как Тарасов, как мы видим, пытались приспособиться к новой жизни. Мы еще встретим таких дореволюционных юристов в следующих материалах.